Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Я продолжаю вас знакомить с интересными, эффектными узорами вязания спицами. Эти узоры отлично подходят для вязания кофт, жакетов, шапок, так как они довольно плотные, хорошо держат форму и имеют красивую фактуру и объем. Вот такой узор получился со снятыми петлями. Вяжется он очень-очень просто и легко запоминается. Хорошо подойдет для вязания из пряжи средней толщины, но думаю, даже из толстой пряжи будет смотреться еще эффектней. Я думаю, такой узор будет красиво смотреться на шапках, так как он имеет такой небольшой объем, фактуру. Он в меру плотный и толстый, имеет вот такую вот изнанку. И посмотрите, если вы будете даже вязать, допустим, жакет, начиная узор вязать снизу, то краешек не закручивается. Итак, приступаю к вязанию. Для начала необходимо набрать петли. Начальный ряд набирайте из расчета. Раппорт узора в ширину составляет 6 петель и плюс 3 и плюс 2 кромочные. Я набрала всего 29 петель для второго образца. И первый ряд — это начальный ряд, который не идет в счете узора. Провязываем просто изнаночными петлями. Он выполняется по изнанке. Первую петлю снимаю и все петли вяжу изнаночными. Последнюю петлю первого ряда провязываю изнаночную, это кромочная петля, и всегда буду первую петлю снимать кромочную, последнюю провязывать изнаночной, вне зависимости от того, какой это ряд, лицевой или изнаночный. Поворачиваю работу на лицевую сторону, и второй ряд — это по сути первый ряд узора, первый лицевой ряд. Первая петля снимается, далее идет повторение раппорта 6 петель. Первые 3 петли провязываем лицевыми, следующие 3 петли провязываем изнаночную, снимаем петлю, располагая нить за петлей, и изнаночную, и повторяем эти 6 петель. 3 лицевые, изнаночная, снимаем петлю, рабочая нить за петлей, и изнаночная. 3 лицевые, изнаночная, снимаем петлю, нить за петлей, и изнаночная. В конце ряда здесь у меня осталось еще один раппорт, 3 лицевые, изнаночная, снимаю петлю, изнаночная, и остается пол раппорта, 3 лицевые и кромочная, которую я провязываю изнаночной. Первый ряд узора завершен, и поворачиваем работу второй ряд по изнанке. Вяжем по рисунку петель. Первая петля кромочная снимаю, причем смотрите, нить за петлей. Далее вяжем петли по рисунку. Вначале идут 3 изнаночные, провязываем 3 изнаночные. Далее лицевая петелька. Следующую петельку снимаем, причем нить от клубка впереди петли располагаем, и лицевая. Повторяем: 3 изнаночные, лицевая, снимаем петлю, располагая нить впереди петли, и лицевая. И так, повторяя раппорт, провязываем второй изнаночный ряд. Далее третий и четвертый ряд узора по лицевой и по изнанке провязывается точно так же, как первый и второй. Первая петля снимается, здесь мы уже видим по рисунку узор. Вначале идет раппорт 3 лицевые, изнаночная, снимаем петлю, нить за работой, и изнаночная.
Повторяем 3 лицевых, изнаночная, снимаем петлю, нить за петлей и изнаночная. И так выполняем по рисунку петель узор до конца ряда. В конце 3 лицевые и кромочная. Четвертый изнаночный ряд узора вяжем как второй ряд. Первая петля кромочная, и по рисунку петель идет 3 изнаночные, лицевая, снимаем петлю, нить впереди петли и лицевая, и повторяем этот раппорт. 3 изнаночные, лицевая, снимаем петлю, нить впереди и лицевая. И так провязываем этот ряд. Далее начинаю вязать 5-й ряд. Всего раппорт узора в высоту составляет 8 рядов, но по сути первая половина раппорта и вторая половина раппорта вяжутся одинаково, только меняем местами первые и последние 3 петли раппорта. Итак, в начале первая петля снимаю как кромочную, и у нас было 3 лицевых петли. Далее изнаночная, снимается петля и изнаночная. Теперь мы вяжем, меняем местами петли. Вначале вяжем изнаночная, снимаем петлю, нить за работой, изнаночная. Следующие 3 петли провязываем 3 лицевые. И повторяем изнаночная, снимаем петлю, изнаночная. Следующие 3 петли лицевые. И так вяжем этот ряд. В конце ряда было провязано 3 лицевые петли, но выполняем здесь изнаночная, снимаем петлю, изнаночная и кромочная. Поворачиваю работу и перехожу на вязание 6-го ряда. В 6-м изнаночном ряду вяжем петли по рисунку. Здесь начинаем вязать лицевая, далее петля, которая была снята, также ее переснимаем, не провязывая, нить впереди петли и лицевая. Следующие 3 изнаночные. И повторяем эти 6 петель. Лицевая, снимаем петлю, нить перед петлей, лицевая, 3 изнаночные. И так выполняем этот ряд. Начинаю вязать 7 и 8 ряд. И по сути они повторяются, как предыдущие 2 ряда. Петлю снимаем, по рисунку идем изнаночная, петля, снимаем нить за петлей, изнаночная, 3 лицевых. Повторяем этот раппорт. Восьмой ряд по изнаночной стороне вяжем также по рисунку петель, как предыдущий изнаночный ряд. Начинаем лицевая, петлю снимаем, рабочую нить впереди, лицевая, 3 изнаночные. Повторяем этот раппорт и, закончив 8 ряд, переходим на вязание нового раппорта и начинаем повторять с 1 по 8 ряд. Сейчас провяжу образец и покажу, какой получился узор. Дорогие рукодельницы, я связала второй образец. Узор смотрится просто, но изящно. Сразу отвечаю на вопрос, можно ли вязать такой узор по кругу. Очень просто. В круговом ряду количество петель должно делиться на 6. Там нет кромочных петель, еще дополнительной половины раппорта. И все ряды лицевые. То есть вы вначале выполняете 4 ряда как первый лицевой, затем смещаете, меняете местами вот первые и вторые 3 петли раппорта, половины раппорта, и далее провязываете вторую часть раппорта, высоту, и так повторяете 8 рядов до нужной высоты. Смотрится узор, как я сказала, просто, вяжется тоже очень просто, но смотрится интересно. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить лайк. До новых встреч!